Привет, Арми. Готовы ли вы узнать момент, который оставил миллионы фанатов безмолвными, задаваясь вопросом, что же на самом деле произошло между этими двумя участниками BTS, когда камеры выключились и осталась лишь тишина? Этот вопрос длинной тенью повис за экраном прямой трансляции, которая поначалу была обычной, но закончилась сюрпризом, которого никто не ожидал. Шок, начавшийся с одного внезапного, неожиданного объятия, постепенно перерос в эмоциональное событие, которое вскипело в фандоме, вызвав взрыв комментариев и неудержимые домыслы. В тот вечер, когда Чингук закончил свой прямой эфир усталой, но теплой улыбкой, Тэхён внезапно приблизился, не просто поприветствовал, не просто прошел мимо, а обнял его так лично, так глубоко, словно обнял что-то, что долгое время сдерживалось. То, что произошло потом, не просто тронуло, но и тронуло сердце многих фанатов, настолько, что об этом говорят до сих пор. Эта новость – не просто очередной репортаж, не набор пустых слов, которые на день становятся вирусными и исчезают. Это эмоциональная запись, созданная цифровыми очевидцами, фанатами, которые видели это каждую секунду, записывая, распространяя и переосмысливая кадр за кадром, пытаясь найти смысл в этом коротком, но сильном объятии. Объятие, которое, кажется, имеет тайный язык, понятный только тому, кто внимательно следит за выражением их лиц, взглядом, прикосновением пальцев к спинам друг друга. Это не выглядит формальностью. Похоже, оно проистекает из глубокого чувства, возможно, тревоги, тоски или чего-то еще невысказанного публично. Когда трансляция закончилась, многие подумали, что все кончено. Но как только экран погас, камера за кулисами запечатлела нечто большее и более эмоциональное. Тэхён не отпускал Чингука ни на мгновение. Он обнял его, словно не желая, чтобы вечер заканчивался. Его рука медленно поднялась к затылку Чингука, коснувшись его так, что многие фанаты замерли. Чингук замолчал на несколько секунд, словно переводя дыхание или отгоняя что-то бурлящее внутри. За этой тишиной что-то скрывалось, что-то трудно описать словами, но отчетливо ощущалось, словно волна, разбивающаяся о берег, когда ночь слишком тиха, чтобы лежать. Выражение лица Чингука наконец изменилось. Теплые глаза стали слегка остекленевшими. Улыбка не исчезла, но выглядела тяжелой. Тэхён потер его плечо, прошептав что-то, чего не уловил микрофон. В этот момент сердца фанатов разбились одно за другим. Что прошептал Тэхён? Почему Чингук, казалось, затаил дыхание, прежде чем наконец крепко обнять его, словно не желая отпускать? Почему легкая атмосфера внезапно превратилась в момент, который, казалось, несет в себе послание прощания, тоски, боли или даже извинения? Эти вопросы продолжают терзать миллионы поклонников. Появилось множество теорий, от самых искренних до самых эмоциональных. Некоторые считали, что Чингук находится под сильным давлением после напряженной деятельности, и Тэхён пришел как друг, который был больше похож на брата, даря тепло, которое мог дать только тот, кто ходил с ним с первых дней BTS. Другие думали, что объятия выражали тоску после долгого времени, проведенного в разных графиках, сольных проектах и обязанностях, которые отдаляли их от привычной совместной рутины. Некоторые даже считали, что этот момент был знаком того, что должно было произойти что-то неизбежное, то, что фанаты, возможно, не хотели бы слышать. Камеры работали недолго, но достаточно долго, чтобы запечатлеть момент, который распространился быстрее света. Кадры попали в Twitter, Instagram, TikTok, Weverse и на основные фандомные форумы за считанные минуты. Хэштеги взлетели на вершины списков трендов. Комментарии хлынули нескончаемой волной. Некоторые пересматривали клип, чтобы увидеть, не слезятся ли глаза Чингука. Другие увеличивали масштаб, чтобы увидеть, не скрывает ли Тэхён что-то. Их дыхание дрожало. Их руки сжимались крепче. Но вирусность не означает, что все фанаты могли спокойно это принять. Многие признали, что момент был слишком эмоциональным, чтобы смотреть. Некоторые говорили, что объятия Чингука с опущенной головой словно указывали на невидимую рану. Они проплакали всю ночь, пытаясь понять, что произошло, ведь фанаты привыкли видеть, как эти двое шутят, смеются и поддразнивают друг друга. Но на этот раз все было иначе. Это был не сценический смех. Не фан-сервис.
Это были чистые, открытые эмоции, которые редко показывают перед камерой. Больше всего ранило то, как изменилось выражение лица Чингука, когда объятия закончились, словно что-то вырвали из его груди. Тэхён пристально посмотрел на него, словно ища ответа или убеждаясь в чем-то. Чингук медленно кивнул, словно давая безмолвный ответ, что-то, понятное только им двоим. Как будто говоря «я в порядке» или, может быть, наоборот, «я хочу что-то сказать, но пока не могу». Когда Тэхён отступил на полшага назад, Чингук глубоко вздохнул, погладил волосы, уставился в пол и выдавил из себя легкую улыбку, которая разбила миллионы сердец еще сильнее. Улыбку, которая на самом деле не была улыбкой. Улыбку, которая выглядела как рана. Официального заявления после инцидента не было. Никаких разъяснений. Никаких пояснительных постов. Никаких интервью. Остались только кадры, тишина вокруг них и воображение фанатов, работающих без остановки. Вот что поддерживало этот момент живым, ведь неопределенность – это эмоциональное топливо, которое никогда не сгорит. Время шло, но этот момент оставался, как пятно, которое невозможно стереть. Фанаты долго анализировали, собирая другие фрагменты видео с прошлых дней в поисках знаков. Был ли Чингук тише в последнее время? Выглядел ли Тэхён более защищающим? Не слили ли они оба невысказанное бремя? Некоторые сравнивали улыбку Чингука до и после объятия. Другие изучали тон Тэхёна, когда он звал Чингука. Некоторые чувствовали, что их близость изменилась, возможно, глубже, возможно, более эмоционально. Тем временем нарратив фандома разделился. Некоторые видели в этом моменте доказательства их крепкого братства, связи, построенной годами крови, пота и слез. Другие чувствовали, что этот момент намекал на что-то тяжелое, происходящее за кулисами, что-то невидимое, но витающее в воздухе. Какова бы ни была интерпретация, одно было ясно – объятие было необычным. Объятие несло эмоциональную нагрузку. Если вы спросите, почему фанаты чувствовали себя разбитыми от одного объятия, ответ прост и сложен. Объятие – это не просто физический контакт, это целый язык. И объятия Тэхёна и Чингука были красноречивее всего, что они когда-либо говорили на камеру. Ощущение было такое, будто два сердца слились воедино, поддерживая друг друга, но в то же время держа в себе нечто труднообъяснимое. Многие надеялись, что этот инцидент не станет дурным знаком. Многие хотели верить, что это был просто момент нежности между друзьями, а не сдерживаемые слезы или скрытое горе. Но чем больше пересматривали, тем сильнее ощущалось, что часть истории так и не стала достоянием общественности. Та часть, которая сделала объятие чем-то большим, чем просто объятие. Та часть, которая оставила фанатов в нерешительности радоваться им или грустить. И вот в чем главный вопрос. Почему объятия ощущались как конец главы, но одновременно как начало чего-то неизвестного? И готовы ли мы, если когда-нибудь правда объятия откроется? Время шло. Дни менялись. Их графики продолжались: концерты, развлекательные шоу, интервью, записи, реклама, фотосессии. Но фанаты, ставшие свидетелями этих объятий, уже никогда не чувствовали себя прежними. Словно этот момент создал новую невидимую линию в их отношениях, линию, четкую, как росчерк пера на белой бумаге. Представьте себе небольшую комнату. Свет тускнеет. Персонал начинает разбирать оборудование. Стулья двигаются. Эхо шагов разносится. Среди затихающего шума Тэхён и Чингук стояли недалеко от того места, где была камера. Они не разговаривали громко. Не было смеха. Только тяжелый воздух, тишина, но полная смысла. Чингук опустил голову, потер лицо и тяжело вздохнул, словно пытался проглотить эмоции, чтобы они не вырвались наружу. Тэхён посмотрел на него не с театральной улыбкой, не как айдол, а как лучший друг, брат, тот, кто понимает даже без слов. Возможно, после этого состоялся разговор, который знали только они двое. Возможно, слова вроде «ты не один» или «я здесь» были сказаны слишком тихо, чтобы их было слышно.
Или, может быть, вообще не было слов. Потому что в близких отношениях молчание – самый честный язык. Этот момент остался в памяти, потому что мир никогда не довольствуется предположениями. Когда видео стало вирусным, теории разлетелись, как осколки стекла. Некоторые говорили, что объятия были выражением поддержки, что Чингук столкнулся с чем-то тяжелым, и Тэхён пришел, чтобы не дать ему упасть. Другие предполагали, что они говорили о чем-то эмоциональном перед началом трансляции. Некоторые говорили, что объятия выражали тоску после долгой разлуки. Другие чувствовали, что это было молчаливое признание: «Я знаю, ты устал. Я знаю, ты многое скрываешь. Я рядом». А крепкие объятия Чингука были словно «спасибо. Мне это было нужно». Затем фанаты сравнили взаимодействие до и после объятий. Некоторые клялись, что они, казалось, стали лучше заботиться друг о друге. Легкая улыбка. Короткий взгляд. Мягкий жест. Для фанатов это были знаки. Доказательство того, что их связь осталась крепкой, даже сильнее. Но возникла другая теория, более трогательная. Некоторые чувствовали, что объятия были похожи на эмоциональное прощание, не разрыв, не разлука, а прощание с эпохой, когда они всегда были вместе. Сольные проекты создавали иную дистанцию. А объятия Тэхёна были словно слова: «Хотя мир меняется, я все еще здесь». Фанаты плакали не от слабости, а от глубокой любви. Они следили за их путем от стажерства до мировых турне, наблюдая за их смехом и усталостью. Когда айдолы выглядят хрупкими, фанаты чувствуют эту хрупкость. Когда Чингук вздыхал, вздыхали миллионы. Когда Тэхён обнимал его, миллионы мечтали тоже обнять его. Что произошло после объятия, осталось загадкой. Никаких последующих фотографий. Никаких слитых видео. Все остановилось в одном месте – объятии. И, как ни странно, это место стало началом, а не концом. Этот момент вызвал дискуссии о психическом здоровье. Фанаты напомнили друг другу, что за славой и вниманием айдолы – обычные люди, которые устают. Объятие стало символом эмпатии. Многие фанаты написали, что искренность Тэхёна вдохновила их быть более открытыми в своих чувствах. Объятие вышло за рамки сцены, оно коснулось реальной жизни. Оно также породило практические размышления. Фанаты сверяли свои графики. Был ли Чингук измотан? Было ли давление со стороны сольных проектов? Была ли это накопившаяся усталость? Фанаты не просто расчувствовались, они пытались понять контекст. Этот момент показал, как простое человеческое общение может стать вирусным. Несколько секунд искренности вызвали глобальное обсуждение. Оно напомнило миру, что айдолам тоже нужна эмпатия. Однако вирусность принесла свои трудности. Некоторые фанаты чувствовали давление, пытаясь правильно интерпретировать объятия, боясь неправильно истолковать выражения или быть слишком эмоциональными. Это показало, как современный фандом может преувеличивать каждую деталь, превращая ее в эмоциональное и интеллектуальное напряжение. Но одно осталось неизменным – объятия Тэхёна и Чингука были настоящим моментом, оставившим глубокий эмоциональный след. Это объятие доказало, что даже в мире, полном внимания, славы и высоких ожиданий, искренние человеческие отношения обладают огромной силой. Их сила заключается не только в физическом акте, но и в послании, которое они несут, поддержке, понимании, сочувствии и тепле, которые невозможно создать или подделать. И теперь остается последний вопрос. Если той ночью объятия Тэхёна заставили Чингука почувствовать себя сильнее, что же он так старался удержать? И сколько еще он сможет сдерживать слезы, которые никогда не прольются перед камерой?